Всем привет! В этом видео я хочу сделать небольшой обзор на новый мой проект, готовое мое изделие, юбку. Одела я ее сегодня на манекен, так как в процессе вязания ее я придумала себе продолжение этой истории. И, в общем, когда я закончу уже полностью, весь будет готов мой проект, тогда я примерю на себя, и мы оценим результат. Мотки я использовала, пряжу использовала ту, которую мы вязали капор и, капор-капюшон. Когда-то я лет 5 назад я купила целую упаковку этих ниток, они мне лежали, а потом я думаю, что-то можно сделать, какой-то проект, потому что нитки недорогие, можно потренироваться. И вот я решила, давно не носила такие прямые юбки, вот что-то мне захотелось такую юбку сделать себе. Это Lana Gold 800, тут получается в 100 граммах 800 метров. Здесь, если мы в капоре, тогда я вязала в 2 сложения этой пряжи, то здесь в одно сложение. И добавляла, у меня тоже лежала давно вот такая вот нитка, она очень пряжа, вот она очень похожа на вот эту, но я не знаю, что это такое, просто она была уже скручена в мотках у меня, перемотана. И чтобы рассветлить вот этот цвет, я решила использовать жаккард. Жаккард с протяжками. У меня нет жаккардовой каретки. Как-то хотела попробовать жаккард без протяжек, но еще не могу вам показать, потому что не довела это до автоматизма, до какого-то, что-то мне еще пока не нравится, то, что получается. Вот, значит, по поводу юбки, я когда ее вязала, то есть вообще, когда у меня было в планах и зарождалась эта идея, я планировала сделать жаккардом вот такую длину, то есть вот так, а все остальное было бы у меня вот отсюда вниз рюш. И так как я еще не могла понять, какой длины будет рюш, я начинала, получается, без рюши, то есть начинала с полотна самого. Но потом в процессе, когда я уже связала вот эту основную часть, я подумала, что, наверное, для этой модели подойдет такая небольшая рюш. И оставила я длину эту вот полноценную, как и вязала, и привязала вот такую вот рюш. Конечно, если бы я бы уже изначально вязала бы эту модель, уже как вот по накатанной, то лучше начинать сразу с рюши. Это и по времени ушло бы гораздо меньше, не надо было набрасывать заново на игольницу петли. Упростился бы процесс сам. А так получилось, что я сначала вязала без рюши полотно, потом после полотна у меня шла вот эта резинка, не резинка, а планка под резинку, и потом я уже думала, но это в течение некоторых дней было. И я еще подбирала очень много, какую рюш тут сделать, со сдвигом игольниц, с распуском. Остановилась на вот этом, потому что мне вот больше вот как-то понравилась рюш на основе жемчужной резинки. И получается, что сам процесс вот этого ввязывания тоже... Хочу остановиться на вот этом процессе вывязывания планки под резинку. Тоже в своем том видео я показала, что я по старинке, по той, когда я еще тогда давно делала юбки себе, я хотела на кетеле. А все гораздо можно сделать проще. И в том видео в прошлом я показывала, как это все можно сделать. И вот получилась вот такая планка. Что я еще хочу делать вот в этой юбке? Вот я хочу вставить сюда вот такие вот 2 резинки. Получается наперед вот
вот такую вот резинку, чтобы она держала, каркас такой имела. И сзади тоже вот две этих части. Ну и, как я говорю, в процессе вязки, так как у меня вот этих ниток еще остается, получается, 2,5 мотка, около 3 где-то. Получается, что на капор ушло вот этих мотков, моток с половиной. На юбку у меня ушло чуть меньше мотка. Я решила сделать себе еще дополнительный, ну, типа, или кардиган, или кофта будет, свитер, что-то такое, чтобы был вот уже такой законченный вариант. И костюм я уже связала, вяжу в одну нить, начинаю всегда вязать с рукавов. Потому что, когда я сделаю рукав, я уже могу определить, все ли я правильно рассчитала по длине, по ширине, по длине самой вот всего. То есть вот как бы мне очень удобно уже иметь какую-то готовую деталь, и эта деталь у меня рукав. Если у меня рукав получается, все в порядке, значит все у меня и дальше пойдет, ну, нормально. То есть дальше можно вязать. Значит, вот рукав я уже связала. Вяжу в одно сложение на плотности 6. Она, скажем так, немножко вот так просвечивается, тонковато, но я думаю, что когда постирается, она чуть-чуть распушится и будет, ну, смотреться будет более плотнее, более ровнее. Еще как бы забегу вперед, я еще так вот думаю делать вот такую вот, как на запах, очень удобная такая модель, вот как у меня сейчас я надела. Или это тоже будет на запах, но резинка будет цельная. Ну, еще вот у меня немножко смутили такие комментарии в одной из соцсетей. У меня зашел один мой ролик на очень большую аудиторию, которая вяжут не только на машинах, но и вручную. И очень много писали, что вручную быстрее вязать. Ну, то есть, как бы такое это было, знаете, ну, во-первых, никто же не спрашивал там, я же не спрашивала в своем ролике, что быстрее, вручную или на машинке. И понимаете, тут суть-то не в том, быстрее вязать или медленнее, да? Ну, то есть мастерицы там, я понимаю, что многие там вяжут вручную. Мне казалось до этих комментариев, что все, кто вяжет вручную, все мечтают иметь вязальные машины. Вот серьезно, вот я думала, ну это я вот думала просто по своим мозгам. И вот они мне многие пишут, я вручную то быстрее, вот именно вот так, да. И понимаете, тут весь вопрос в том, что мы выбираем способ нам подходящий. Например, я понимаю, что я вручную не буду вязать, я не хочу, я умею, но мне не нравится, я люблю машинную вязку. То есть сам способ вязания. Тут нет, нас не ограничивают только вяжи вручную или только вяжи на машинах. Ты выбираешь сам для себя тот удобный способ, который тебе нравится. И еще плюс к этому там был прям дискуссия между вот, я не знаю, комментаторами, что сейчас вот это вот есть машинный труд, не ручной. И, честно говоря, до этого комментария я думала, что действительно это машинный труд, не ручной. Но потом, когда я прочитала все комментарии за и против, я подумала, нет, это тоже считается ручным трудом, ручная работа. Машина, ну, как бы мы много чего делаем здесь руками. Мы только передвигаем каретку. То есть я даже бы сказала, что, наверное, это частично и машина,
работает, и мы. То есть это, наверное, скажем так, комбинированный труд и машины, и ручной. Но было немного неприятно услышать такие комментарии, потому что в них такой прослеживался подтекст, что, ну, во-первых, там не было такого, я не несла в массы, что вот машинная вязка это самая лучшая вязка в мире. Нет, я же еще раз хочу повторить, каждый мы выбираем свой способ вязания, ну или какой-то творческий вот этот процесс, что мы любим делать, да. Там просто я показывала, как я как раз вот это вот соединение двух деталей, там очень были большие дискуссии, но это не в YouTube было, это в другой соцсети. Вот, поэтому вот меня немножко прибили эти комментарии в плане, ну, как-то настроение немножко, потому что некоторые комментаторы были агрессивны. Некоторые. Вот. И еще что я в этом видео хочу рассказать. Я никогда себе, то есть я всегда себя заставляла, если я взяла какую-то работу, взяла какой-то проект, то я его должна довести от и до. Но вот как-то смотрела видео, попадались мне девочек, которые вяжут вручную, и вот смотрю, они вот рассказывают мои такие-то процессы, мои такие-то процессы, мои незаконченные процессы. И я такая думаю, а почему вот, может быть, и мне позволить себе такое, ну, то есть, допустим, тоже вот не закончить вот этот вот работу, вот этот проект и перескочить на другой, потому что я очень хочу сделать другой проект. Я сейчас вам покажу. Я эту нитку, ну, просто я всегда ее вот так вот в магазине, вот так вот просто вот беру, и мне она так нравится, так она мне нравится. Когда-то давным-давно, вот эта нить, пряжа такая, вы знаете ее, она такая пушистая и толстая. Когда давным-давно я купила себе, это лет, наверное, 7, наверное, может 10 назад, такую же желтую, попробовать на машинке, как она свяжется. Но у меня ничего не получилось, потому что вязка толстая. Что-то получилось, что-то не получилось, обрывалась нить. Но все равно у меня вот эти вот мысли, думаю, может быть, взять вручную повязать, потому что очень такая она приятная, такая пушистая. И думаю, возьму, попробую я опять связать этой пряжи на машинке. И в следующем видео я вам хочу показать образец, который я связала на машинке. И вот этот вот мой новый этот проект, который я прям вот не знаю, сплю и вижу, что я хочу сделать. Вот я связала на машинке, вот это, кстати, резинкой. Резинку, кстати, она очень хорошо вяжет, 1 через 1. Это на плотности 10, это то, что я буду показывать в видео, а это на плотности 8. И вот это, наверное, скорее всего, проект я буду делать поплотнее, на плотности 8. В общем, творческих планов у меня как-то много, и я думаю, попробую перескочить с одного процесса на другой. И по поводу вот этой вот этого жакета, который к этому костюму, там еще будет, я тоже так вот планирую, будет не только жакет, но еще если останутся нитки, там будет еще кое-что. Но у меня тоже там некоторые мысли буду показывать в процессе, поэтому я решила завести вязальный такой влог, который вот в процессе, потому что столько, когда я оглядываюсь, ну вот когда я начала, я же как-то пропадала, потом я возвращалась, потом пропадала, а сейчас у меня больше как бы так времени стало, и больше вдохновения стало, и я такая думаю, у меня много разных было работ, которые я и относила, и подарила кому-то, и, в общем, хочется это оставить, свой след в истории.
Хочу сказать опять всем спасибо. Мне очень приятно, что меня смотрят девочки, которые очень хорошо вяжут, и дают свои комментарии, дают свои советы. Это очень для меня бесценно, действительно, потому что благодаря тоже этим комментариям я становлюсь в этой теме профессиональнее. Также мне некоторые девочки скидывают на мой e-mail, на мой электронный адрес какие-то дополнительные материалы. Тоже это бесценно. Спасибо всем, спасибо вам вообще всем за просмотр, за комментарии. Ты чувствуешь как какой-то частичкой вот этого всего сообщества вязальщиц. Конечно, я еще хочу повторить, что я сама не теоретик, я практик. И вот даже ведение влога меня заставило взять все-таки инструкцию и почитать, как там, что правильно называется. Очень многие, кто с пониманием к этому относится, некоторые были, которые критиковали меня в этом. Но, знаете, как я практик, для меня главное результат, а не главное красиво вот говорить. Или я все показываю все, как делаю. Я помню, что я вообще, может, лет 10 назад, или когда мои самые первые видео были, я даже не знала, что такое, когда открывала РП, ЗП, там, ЗИ, я вообще даже не понимала, что это за такие аббревиатуры. Ну, сейчас я, конечно, благодаря даже вот этим вот комментариям, которые мне пишут, что невозможно слушать, там, ну, я даже благодарна и таким комментариям, которые делают замечания. Я становлюсь лучше. Да. И в своих видео я, конечно, хочу показать для тех мастериц, которые вяжут руками, которые присматриваются именно, хотят приобрести вязальную машину. Я хочу показать многогранность выполнения разных операций, разных моделей на вязальных машинах. На самом деле связать можно все что угодно на вязальной машине, и я к этому стремлюсь, иду. Вы меня вдохновляете своими комментариями, своими просмотрами, лайками. В общем, спасибо вам за ваши просмотры, за лайки, за комментарии. И пока! До встречи в следующем видео.